На похоронах своей внучки, заподозрив что-то неладное, старик приблизился к гробу и услышал крик. То, что он обнаружил внутри, заставит вас плакать. Лео — 60-летний мужчина, переживший тяжелый удар судьбы. Он потерял своего единственного сына и невестку в трагической автокатастрофе, в которой осиротела маленькая девочка по имени Дженнифер, которая, к счастью, не находилась с родителями в момент аварии. Старик был в отчаянии, ведь как любящий отец он безумно любил сына, который был живым напоминанием о его покойной жене. Однако не все было потеряно. Его внучка, веселая 7-летняя девочка, вскоре стала светом в его жизни. С тех пор этот добрый дедушка воспитывал Дженнифер как родную дочь и установил с ней тесную любящую связь. До аварии, лишившей его сына и невестки, Лео был веселым оптимистом, всегда окруженным друзьями. Он всю жизнь проработал механиком и любил помогать людям с проблемами автомобилей. Однако после аварии он сильно изменился, стал более серьезным, задумчивым и грустным. Но все же он остался добрым, ласковым и очень преданным своей внучке. Несмотря на трудности, которые ему пришлось преодолеть, он остался сильным и храбрым человеком, сумевшим преодолеть невзгоды, и стал отцовской фигурой для Дженнифер. Они часто проводили время вместе, играли в парке или просто беседовали дома. Лео сделал все возможное, чтобы дать Дженнифер хорошую жизнь, полную любви, и она отвечала ему взаимностью. В один дождливый день, когда семья возвращалась со школы, сильный ветер срывал листья с деревьев. Проходя по улице к дому, они вдруг услышали тихий скулёж, привлекший их внимание. Подойдя поближе, они увидели щенка, лежавшего на земле. Малыш дрожал от холода, его задняя лапа была повреждена, а в его глазах читались страх и боль. Лео и Дженнифер были тронуты, увидев бедное брошенное животное. Не раздумывая, Дженнифер бережно подняла щенка на руки, пытаясь успокоить его нежным голосом. «Все будет хорошо, маленький друг. Мы поможем тебе. Правда, дедушка?» Мужчина с грустью посмотрел на собаку. Он не мог оставить ее в таком состоянии. Щенок изо всех сил цеплялся за девочку, как будто понимая, что нашел того, кто спасет его. Дженнифер нежно поглаживала щенка со слезами на глазах. Она не могла поверить, что кто-то бросил такое милое, уязвимое существо. Вместе они решили отвезти щенка в ветеринарную клинику. Там собаку вылечили, а Дженнифер и Лео ухаживали за ней во время выздоровления. Этот момент положил начало прекрасной дружбе, и они дали щенку имя Шерри. Увидев, какую связь внучка обрела с собакой, Лео без раздумий забрал щенка домой. С тех пор Шерри стала важной частью семьи. Ее любовь и преданность проявились с первого момента. Вскоре пес стал большим утешением для этой сломленной семьи. Шерри была верным другом, который всегда был рядом с ними, даже в трудные времена. Шерри выросла крепкой и здоровой собакой. Ей нравилось сопровождать хозяев на прогулках и играть с Дженнифер в парке. Ее присутствие наполняло дом жизнью, а заразительная радость заставляла всех чувствовать себя лучше. Безусловная любовь Шерри выражалась в каждом ее взгляде, лае и лизании лица. Прошло несколько незабываемых счастливых лет, но история была готова принять трагический поворот. В обычный день Лео работал в своей автомастерской, а Шерри лежала в углу, наблюдая за хозяином. В этот момент пришло известие, которого дедушка совсем не ожидал услышать. Ему сообщили, что его внучка попала в ужасную аварию. Играя с друзьями в парке, выкатившийся на дорогу мяч заставил девочку броситься за ним, не посмотрев по сторонам, она была сбита машиной. Дженнифер доставили в больницу в критическом состоянии. Врачи сделали все возможное, чтобы спасти ее, но в итоге констатировали смерть. Новость сильно потрясла Лео и Шерри. Мужчина чувствовал себя полностью раздавленным, он не мог поверить, что снова потерял близкого человека. Шерри же была сбита с толку и опечалена. Она не могла понять, почему ее подруга так и не вернулась домой, а хозяин не переставал плакать. В тот день Лео вновь погрузился в глубокую печаль. Он не мог смириться с мыслью о жизни без Дженнифер. Он чувствовал себя одиноким и пустым, а боль была невыносима. Шерри же не отходила от Лео и не переставала скулить,
как будто чувствуя, что произошло нечто ужасное. На следующее утро мужчине вновь пришлось проявить силу, чтобы присутствовать на похоронах внучки. И, конечно же, он взял с собой преданную собаку, чтобы проститься с любимой девочкой. Похороны Дженнифер были очень тяжелым моментом для мужчины и пса. Потеря девочки была опустошительной для них обоих. Они были погружены в глубокую печаль. Лео рыдал как ребенок, а Шерри следовала за ним, явно осознавая происходящее. Тем не менее, когда они прощались с девочкой и гроб закрывали, Шерри почувствовала что-то и начала рычать и настойчиво лаять. Лео пытался успокоить ее, но Шерри продолжала громко лаять. Мужчина в замешательстве подошел к гробу посмотреть, в чем дело, и именно тогда услышал тихий звук изнутри. Инстинктивно Лео почувствовал, что что-то не так. Он начал кричать: «Моя Дженнифер жива! Я должен вытащить ее оттуда!» С решимостью он попытался открыть гроб, но присутствующие, решив, что горе лишило мужчину рассудка, попытались остановить его. Шерри же встала на защиту, ощетинившись и не давая никому приблизиться. Лео изо всех сил старался открыть гроб и с изумлением обнаружил, что Дженнифер действительно была жива. Его крики радости и облегчения смешались с лаем Шерри, которая не могла сдержать эмоций и бросилась к девочке, покрывая ее радостными визгами. Врачи, лечившие Дженнифер, ошиблись в диагнозе и посчитали девочку мертвой. На самом деле у нее было повреждение мозга, вызвавшее состояние каталепсии. Это биологическое состояние, при котором человек становится неподвижным, кажется мертвым и лишённым жизненных функций. Это было настоящим чудом для Лео и Шерри, которые не могли поверить, что Дженнифер жива. Шерри оказалась хранительницей и защитницей Дженнифер. Ее инстинкт и любовь к девочке заставили ее действовать таким образом, спасая тем самым жизнь ребенка. Присутствующие на похоронах были потрясены и тронуты случившимся, а некоторые стали называть Шерри чудотворной собакой за ее роль в спасении Дженнифер. С этого момента Шерри стала еще более важным членом семьи, и ее любовь и преданность больше никогда не подвергались сомнению. История Лео, Дженнифер и Шерри учат нас важности любви и верности в нашей жизни. Потеря и боль неизбежны, но мы всегда должны хранить веру и надежду в трудные времена. Безусловная любовь Шерри к семье показывает, что животные способны любить и защищать так же, как человек. Дорогие зрители, а у вас когда-нибудь были животные? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.